Есть кто? Друзья, всем привет! Давно хотела снять видео, но все никак. Кто когда-нибудь что-то снимал, понимает, как тяжело бывает собраться и сделать это. Ну, я вот все-таки сделала, поэтому это моя маленькая победа, и давайте вместе порадуемся за меня и поставим лайк этому видео. Минутка знакомства. Меня зовут Татьяна, и я уже 3 года занимаюсь плетением веточек. Когда я начинала, было очень мало информации на эту тему, и методом проб и ошибок я обрела большой опыт, поняла, как нужно делать, чтобы было красиво, и вывела для себя определенные полезные фишки, о которых я сегодня и хочу вам рассказать. Это мое первое подобное видео, в нем я расскажу и покажу на примере лишь часть, поэтому пишите комментарии, задавайте вопросы, и в дальнейшем я буду снимать видео, отвечая на них. Чтобы меня не потерять, подписывайтесь на канал и погнали! Обо всем по порядку. В основе плетения лежит проволока. Проволока бывает из разных сплавов. Кто-то использует обычную проволоку, которая продается в магазинах рукоделия. Я такую, кстати, тоже использовала, она довольно неплохая, но впоследствии оказалось, что со временем темнеет. Кто-то использует ювелирную проволоку, то есть ту, которая покрыта родием. Она не темнеет и стоит довольно дорого. Учитывая ее большой расход и дороговизну, итоговое украшение у вас получится довольно дорогим, и не все будут готовы его купить. И в связи с этим я долго искала хорошую проволоку и все-таки нашла. Это качественная медная проволока. Она отличается мягкостью, легким приятным блеском, цветом. Она очень похожа на ювелирную, и сколько я уже ей пользуюсь, пока, к счастью, не потемнело ни одно готовое украшение. Я считаю это достойной заменой и выгодной как для меня, так и для моего покупателя, так как мои украшения получаются в 1,5-2 раза дешевле, чем украшения из ювелирной проволоки. Конечно, вы можете ее использовать, и это здорово, но скорее, когда вы уже набьете руку и у вас будут клиенты готовы за это платить. А так, в принципе, можно работать и на просто качественной, хорошей проволоке. Это как в фотографии. Можно иметь дорогой объектив и камеру и снимать посредственно, а можно иметь в руках самый обычный телефон и снимать круто. Я это лишь к тому, что главное все-таки это мастерство. И вот вам первая фишка. Не бегите за дорогими материалами, когда вы только учитесь. Расход проволоки у вас будет большой, и не обязательно покупать ювелирную. Пока вы набиваете руку, берите обычную проволоку, самую обычную из магазина рукоделия. Распространенная фирма называется Гамма, состав у нее медь и латунь, толщина 0,3, цвет серебро. Эти критерии самые подходящие и самые актуальные. Цена катушки, она где-то метров 10, примерно от 60 рублей. В этом видео я не буду комментировать каждое свое действие, я просто все показываю и делаю акценты на конкретных важных моментах. Как вы уже успели заметить, я взяла проволоку. Сложив ее пополам, у меня получилось сантиметров 25-30, и чаще всего этого недостаточно для целого украшения. Но лично мне так работать удобнее, потому что длинная проволока не болтается, не мешается, ее концы не колят мне руки, ну и котики не достают. И вот вам вторая фишка. Длина сложенной пополам проволоки должна быть от кончика среднего пальца до локтя. Это наиболее комфортная длина для работы. Когда мы плетем веточку, а не гребень, мы должны понимать, что ее надо будет как-то крепить к волосам. И для удобства мы делаем сначала ушко, затем скручиваем проволоку и поэтапно нанизываем бусины. Фишка номер 3. Ушко должно быть маленьким, почти незаметным, но таким, чтобы в него можно было продеть невидимку. Я часто вижу у разных мастеров, даже не только начинающих, что ушко очень большое, как будто они знают, что оно должно быть, но не понимают зачем. Не надо так делать. Теперь вы тоже знаете этот маленький секрет. Бусинки. Удобнее и красивее всего крепить бусинки так, чтобы их отверстия были поперек стебля. Кстати, данные украшения и называются веточки, потому что они похожи на веточки ягод или растений. Бусин бывает большое количество разновидностей по материалам, цветам или формам.
Я обычно использую бусины из граненого стекла или горного хрусталя. Есть бусинки из акрила. Они очень похожи на пластик, и их лучше не использовать. Они очень удешевляют украшения, но на начальном этапе, пока вы только учитесь, конечно, их использовать можно. Они бывают симпатичные, и они, естественно, дешевые, но лучше стекло. Пластиковые бусинки, что называется под жемчуг, использовать можно, и смотрятся они вполне нормально. И вот вам фишка номер 4. В дальнейшей работе не используйте акриловые бусины. Обратите внимание, как я держу и зажимаю пальцами проволоку. Попробуйте сделать так же, и если вам будет удобно, отлично. Если нет, берите как-то по-другому, но главное, чтобы проволока всегда была хорошо натянута. И вернусь к толщине. Почему именно 0,3? Потому что эта толщина наиболее гибкая. Если, к примеру, вы возьмете толщину 0,5, как это делала я, когда начинала, скручивать проволоку вам будет очень больно физически. Через полчаса своей первой пробы в этом деле у меня руки просто отваливались. И все это из-за толщины. Поэтому фишка номер 5. Самая удобная и оптимальная толщина проволоки 0,3. Толщина 0,4 будет потолще и более жесткой. 0,25 довольно тонкая и легко ломается. Проволоку нужно скручивать с усилием и хорошей натяжкой. Что это дает? Только так у вас получится ровное и аккуратное скручивание. Только так стебель вашей веточки, а точнее каждый виток проволоки, будет лежать одинаково. Это влияет не только на эстетический вид украшения, поверьте, это очень важно, но и определяет его долговечность. То есть, если вы будете скручивать проволоку с просветами, именно в этих местах при первой же возможности ваше украшение просто сломается. Возможно, на словах это не совсем понятно, и если так, то пишите комментарии, мы разберем этот момент. Скорее, даже удобнее будет снять видео. И фишка номер 6, крайне важная, делайте ровное скручивание проволоки с натяжкой и без просветов. А сколько делать витков проволоки по стеблю между бусинками, это уже творческий процесс, тут как вам больше нравится. Скручивать стебель бусинки можно тоже разными способами, и основных и удобных два. Либо вы растягиваете левой рукой концы проволоки в разные стороны и закручиваете правой рукой со стороны бусинки. Главное, чтобы было натяжение. Либо левой рукой вы накладываете один конец проволоки на другой вашей веточки, на которой бусинка, зажимаете и закручиваете правой рукой бусинку. Это я описываю вариант, подходящий для правшей. Но главное делать это аккуратно, чтобы скручивание у вас было ровным и не перетянутым. Потому что если перекрутить, эта часть просто отломится. И отсюда фишка номер 7. Главное не перекрутить. Композиция. Здесь простор для творчества. Порядок бусинок по размеру и цвету, и их расположение, все на ваше усмотрение. Но мне больше нравятся природные формы. И как учит нас биология класс так за 7, расположение листьев на стебле может быть очередным, как это делаю и показываю в своих работах я, а также супротивным, то есть когда два листика, в нашем случае веточки с бусинами, находятся на одном уровне друг напротив друга, либо спиральным или мутовчатым. Можете глянуть картинки в интернете, если вам интересно. И отсюда фишка номер 8. Гармония композиции в расположении бусинок по стеблю. Как минимизировать расход проволоки? Возможно, вы еще об этом не задумывались, но замечу, что это тоже важно. Сейчас на видео я показываю, что пока я плела веточку, концы проволоки стали разной длины. И если, к примеру, я плету свою веточку, делая по стеблю, например, 4 скручивания, и там, где мне сейчас нужно закрепить новую бусинку, хвостик проволоки остался меньшей длины, лучше сделать еще одно скручивание, чтобы для работы у вас сейчас был более длинный хвостик. Это и удобнее, и таким образом вы контролируете длину будущих остатков, которые вам придется просто выкинуть, потому что вы уже никак не сможете их использовать. И отсюда фишка номер 9. Скручивайте проволоку так,
чтобы для каждой новой бусинки брать наиболее длинный свободный конец. Посмотрите, как блестят мои бусинки. Меня этот блеск как-то не по-детски заворожил несколько лет назад, и теперь я не могу остановиться. Когда хвостики проволоки становятся более короткими, их тяжелее ровно и с усилием скручивать. Но я приноровилась ставить пальцы, так что следите за руками. И вот мы подошли к интересному и важному моменту, когда у нас кончилась проволока. Что же делать? Во-первых, не беспокоиться, потому что это совсем не страшно, и я сейчас вам покажу, как это решается. А к слову, хочу сказать, что хоть я и стараюсь вывести определенные моменты, как правило, это скорее просто мои фишки. Многие плетут веточки по-другому, и я не раз натыкалась на видео, где делают много разных элементов, то есть частей стебля, а затем их скручивают между собой. Мне такой способ не очень нравится, мне кажется, что так больше шансов сделать украшение громоздким. То есть в основании, в стебле, оно будет более толстым. И все свободные, то есть срезанные хвостики проволоки от разных элементов могут больше выпирать из стебля. А значит, в этих местах украшение будет больше цепляться за волосы, путаться. И когда вы захотите его вытащить, а оно уже запуталось, вы начнете его, естественно, дергать, и украшение просто сломается. Но такой способ плетения неплох для украшений с тяжелыми элементами. Тут уже решайте сами, как вам удобнее. Я же свои украшения, если можно так сказать, шью. Итак,
Мы шили, и ниточка наша кончилась. Закручиваем крепко и надежно остатки свободной проволоки и отрезаем подальше от последней бусинки. Подальше, чтобы было крепкое основание и чтобы в этом месте потом украшение не переломилось. Отрезаем новый кусок проволоки. Длина ее может быть уже меньше, так называемый рабочий, то, что по локоть. Если вы определили, что ваша веточка уже почти заканчивается. Сгибаем проволоку пополам и сгибом цепляем ее за последнюю веточку бусины. Натягиваем и крепко начинаем прокручивать новую проволоку по оставшемуся от предыдущей хвостику. И вот у нас уже получается и крепкое основание, и продолжение нашего украшения. Крепко плетем по предыдущему хвостику, и если где-то вылез мелкий острый хвостик, то, что мы говорили до этого, зажимаем его аккуратно и продолжаем плести. Итак, фишка номер 10. Кончилась проволока, не проблема.
Сейчас на видео я показываю, как я делаю по 2 бусинки на одном так называемом отростке. Первую бусинку я закрепляю подальше от стебля и закручиваю почти до основания, мне так больше нравится. Оставляю себе возможность закрутить проволоку еще 3-4 раза. Креплю новую бусинку и закручиваю. Вот что у нас получается. В данном украшении мне захотелось сделать по 3 бусинки прозрачных слева, а справа по 3 белых. И так я чередую. Не забываем про хорошую натяжку, иначе ровного красивого стебля у нас не получится. И также помним про рабочий длинный хвостик проволоки. Меня этот процесс очень успокаивает, и иногда я могу сидеть так и плести целый день. Помогает наводить порядок в мыслях и своего рода медитация. Поэтому фишка номер 11: плетите в свое удовольствие. Это должно вам нравиться и, возможно, успокаивать, как меня. Сегодня я показываю вам небольшую легкую веточку. Главное для хорошего результата соблюдать некоторые так называемые правила. Итак, веточка моя заканчивается, и я хочу закрепить на ней листочек. Листочков у меня много, поэтому я подбираю, какой мне больше нравится в данном случае. Да, друзья, фокусировка иногда не срабатывала, так что не нападайте. В принципе, все видно. Крепление листочков. Я выбрала тот, который, на мой взгляд, больше подходил. Я закрепляю его поближе к основанию украшения, но оставляю просвет, чтобы потом можно было закрутить. Продеваю проволоку в ушко листика, оборачиваю вокруг, можно несколько раз. Это для того, чтобы листик потом не болтался. Снова продеваю проволоку в ушко и закручиваю. Вуаля! Листик держится крепко и не болтается. Фишка номер 12: надежное крепление металлических листочков, чтобы не болтались. Добавляю еще несколько бусин и заканчиваем нашу веточку.
конце украшения нам необходимо сделать еще одно ушко. Я делаю его по диагонали от последней веточки бусинки. Это не принципиально, но я вижу такой ход более аккуратным. Закручиваем. Напомню, что ушко не должно быть огромным. Делаю несколько крепких оборотов, отрезаю лишнее, зажимаю. Фишка номер 13. Аккуратное завершение веточки, небольшое ушко. Вот такая нежная и, главное, аккуратная веточка у нас сегодня получилась. Мы можем ее немного выгнуть, чтобы она обрела свою особенную форму. И для наглядности покажу, как крепить невидимки. Мы просто вставляем их в ушки веточки. Еще одна особенность, почему ушко не должно быть большим, потому что иначе невидимка оттуда вылетит. На этом сегодня все, друзья. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы увидели и узнали то, чего нет в других источниках. И поняли, что главное это все же аккуратность и чистота работы, а не разнообразие форм и дороговизна материалов. Подписывайтесь на мой канал, кликните на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И обязательно пишите свои вопросы и замечания в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых видео. Увидимся.